Здравствуйте, друзья! Это второе видео из плейлиста «Психическое развитие ребенка». В первом видео я рассматривала период от рождения до первого года жизни, хотя на самом деле психическое рождение ребенка состоялось в 8 месяцев, а это будет видео посвящено периоду от 8 месяцев до 1,5 лет. И надо сказать, что этот период является под этапом одного большого периода сепарации, индивидуации, когда ребенок сначала отстраняется от своих родителей, прежде всего от своей мамы, и обретает собственную индивидуальность. Этот период заканчивается кризисом возраста 3 лет, когда ребенок заявляет «я сам». Если вы хотите больше прочитать с теоретической точки зрения о развитии ребенка в этот период, возьмите, пожалуйста, книгу, я дам на нее ссылку, Маргарет Маллер, которая называется «Психологическое рождение человеческого младенца». Там вы более подробно узнаете о всех этапах. Я же буду говорить просто и практикоориентированно. В чем заключается развитие ребенка в этот период? Как нужно вести себя родителям, чтобы не допускать ошибки? Какие ошибки чаще всего допускают родители и какие последствия в более взрослом возрасте могут иметь эти ошибки? Стадия сепарации и индивидуации делится сама по себе на 2 больших фазы. Фаза практикования и фаза воссоединения. Сегодня я буду рассказывать о фазе практикования, которая сама по себе делится еще на 2 небольших периода. Это период раннего практикования и период истинного практикования. Период практикования начинается с тревоги 8-месячных. Когда малыш осознает себя отдельной частью от мамы, он начинает ее внимательно изучать и одновременно осознает, что все его потребности, весь его комфорт зависит от этого конкретного человека. Малыш внимательно отстраняется от мамы, он отклоняется от нее и рассматривает ее лицо. Он не просто теперь узнает ее, он выделяет ее среди других посторонних, тревожных, опасных людей, как ему это кажется. Все незнакомое ребенку кажется опасным, поэтому он тревожен и он боязлив. Он постоянно нуждается в физическом контакте с матерью, но с другой стороны он начинает от нее отстраняться и изучать ее отдельно от себя. Этот период часто сопровождается ползанием, и ребенок на небольшое расстояние отползает от мамы и возвращается назад, снова отползает и снова возвращается назад. Мама является для него источником стабильности, комфорта, уверенности. Она помогает преодолевать первую тревогу при познании мира. Раннее практикование длится всего лишь навсего 3-4 месяца и заканчивается тем моментом, когда ребенок встает и начинает ходить. Это тот период, когда ребенок активно исследует мир прежде всего неодушевленных предметов. Даже маму он изучает как неодушевленный предмет. Он может ткнуть пальчиком в глаз, залезть в ноздрю, ковыряться в ухе. Он просто изучает вас так же, как изучает свою игрушку, на которую теперь очень внимательно, с исследовательским вниманием начинает смотреть. Ребенок будет ползать и открывать ящички, ковыряться в розетках. Поэтому очень важно создать безопасную среду, которую ребенок начинает осваивать. Что происходит в этот момент у мамы в голове? Так был удобен раньше ребенок. Его попеленали, накормили, уложили. Куда положишь, там он и лежит. Заявляет о своих потребностях: хочу есть, жарко, хочу общения. Удовлетворили потребности, все, можно расслабиться. А вот период раннего практикования – это период первого непослушания. Ему говорят нельзя, а он лезет. Его останавливают, а он сопротивляется и идет. Причем ребенок в этот момент абсолютно уверен в том, что мама поддержит и мама поможет. Только он не понимает, что это делает мама. Мир сам устроен так, что он его поддерживает и помогает ему. Всякие ограничения пока что действуют очень мало.
Ребенок еще очень сильно зависит от взрослых людей, которые обеспечивают его безопасность. Поэтому сказать «нельзя залезать в ящик» будет недостаточно. Нужно будет установить на этот ящик специальную блокировку, нужно будет закрыть наши розетки, нужно будет убрать подальше провода, которые ребенок неизбежно будет пробовать на зубок. Нужно будет сесть на пол и внимательно посмотреть, до каких именно мест мой ползающий малыш сейчас может достать. Обеспечение безопасности при увеличении двигательной активности – вот основная задача родителей в этот период. Что же еще нужно делать и какие ошибки допускают мамы и папы? Ну, прежде всего, это ошибка повышенной тревожности самой мамы, которая очень ярко реагирует на то, когда ребенок что-то берет в рот, что-то трогает. А своей гиперопекой и с очень яркими отрицательными эмоциями на познавательную активность мама начинает повышать тревожность ребенка раз и формирует у него ощущение, что весь мир – это сплошная опасность. Поэтому маме нужно в этот период особенно быть уравновешенной, не тревожной, понимать, что активность ребенка – это естественный этап его психического развития. Собственно говоря, это первый росточек, пока что еще очень хрупкий и слабый росточек познавательной активности. Развитие любознательности необходимо, и гасить эту любознательность и познавательную активность – это значит копать себе яму в более позднем периоде, когда мама будет разводить руками и говорить: ему ничего не интересно, он ничего не хочет, он всего боится. Если мама в этот период закладывает понятие того, что весь мир полон опасностей, изучать его это страшно, это опасно и будет больно, у ребенка может сформироваться тревожное расстройство. А еще может сформироваться невероятная зависимость от мамы. Собственно говоря, в этот период мы закладываем основы зависимого поведения. Ребенок ничего не может сделать без участия мамы. Она все время предвосхищает его желания, она не дает развиваться его самостоятельности. Поэтому при всей опасности окружающей среды, при всех розетках, углах, мелких деталях, которые валяются на полу, нам нужно давать ребенку получать вот этот первый познавательный опыт и давать ему возможность делать это самостоятельно. Не просто бросать ему мячик, да? Нет, класть этот мячик подальше, чтобы настойчивый малыш полз к этому мячику и получал то, чего он хочет. Чуть-чуть поменьше гиперопеки, чуть-чуть больше понимания того, что ваш малыш становится не просто отдельной личностью с отдельными потребностями, но он уже нуждается в настоящем воспитании. Есть и обратная сторона гиперопеки, и, к сожалению, мне в практике приходится встречаться с этим нередко. Например, когда эмоциональной привязанности матери к ребенку нет, и она очень быстро его отпускает, она становится очень быстро эмоционально недоступной для ребенка. Когда это случается? Когда мама, например, вынуждена быстро выходить на работу, когда на самом деле рождение ребенка было не долгожданным, да, счастливым событием, а случайным событием, а все мысли мамы на самом деле сосредоточены были на решении каких-то других проблем и задач. Это может быть утрата близкого человека, это может быть второй ребенок, который болеет, да, и он нуждается в большем внимании. Это может быть необходимость делать карьеру. Это может быть даже, знаете, такая: да не особенно я и хотела ребенка, но уже вроде как муж говорит, что часики тикают, надо. И я родила этого ребенка не потому, что я хотела что-то давать и чем-то делиться, а потому что уже пора. И мама очень быстро в этом случае выходит на работу, возвращается к своей прежней жизни после декрета, да, вот уже 8 месяцев мы уже оставляем на кого-то, но он же вроде самостоятельный, он уже так сильно во мне не нуждается. И в этот период, когда сепарация происходит очень быстро, она происходит для ребенка невероятно болезненно.
В этот период может развиваться моторная активность, чрезмерная моторная активность. Тревожность ребенка из-за такого отношения мамы может резко вырасти. И, кстати, именно тут закладываются основы психологии выживальщика. Я все сам, никто мне не придет на помощь, вся ответственность, все лежит на мне. Ребенок сам вынужден утешаться, добиваться того, что он хочет. Вот эта самостоятельность, которая появилась у малыша, воспринимается мамой чрезмерно серьезно. И да, так тоже поступать нельзя. Ваш малыш по-прежнему невероятно сильно нуждается, даже несмотря на то, что он приобрел некоторую самостоятельность. Фаза раннего практикования заканчивается примерно в 1 годик, когда ребенок перестает ползать, встает на ножки и начинает ходить. Ребенок начинает по-настоящему исследовать мир. Ему все надо, ему все интересно. Мама в прошлый период обеспечила ему понимание базового доверия к миру, поэтому ребенок верит миру и начинает его активно исследовать. Он ощущает себя мощным, сильным, способным достать до того, что висит где-то высоко-высоко, способным дойти до дальнего-дальнего мячика, способным сделать огромное количество вещей. Вообще ребенок воспринимает в этот момент мир очень волшебным. Он захотел есть, тут же ему дали еду, тарелочка появилась, да, ложечка. Почему появилась еда? Потому что он захотел есть. Он захотел машинку, это его машинка. Нет, это не машинка другого мальчика, это моя машинка. Потому что ребенок понимает существование предметов только по отношению к себе. Если это есть, то это мое и ни с чье больше. Вот этот период невероятной уверенности в себе богатыря или супергероя, да, он сопровождается помощью мамы, конечно. Эта мама обеспечивает безопасность. Ребенок подходит, видит яблоко, мама его приподнимает, малыш хватает это яблоко, опускает. А в сознании ребенка ему кажется, что это он сам достал это яблоко. Ребенок хочет залезть на какую-то лестницу, мама его поддерживает, подхватывает, помогает ему. Да? В определенный момент, когда это становится уже опасным, мама может его снять. Но что делает малыш? Он опять хочет залезать на ту же самую лестницу. Он проявляет свою настойчивость и целеустремленность. Это очень важный период развития. И в этот период нам с вами необходимо помогать ребенку обрести эту уверенность в себе. Да, эта уверенность закладывается именно сейчас. Если на стадии раннего практикования ребенок изучал предметы и формировал свое «я хочу», то на стадии истинного практикования ребенок вдруг осознает «я могу». Даже больше, ребенок осознает «я могу все». Создается ощущение, что ребенок уже настолько самостоятельным, что не нуждается в маме. Он постоянно от нее отходит, он стремится от нее, он исследует мир и отрывается от нее. Вот он, сепарация означает разделение. Он сепарируется от собственной матери, изучая окружающий мир. Но он пока что еще не обретает понимания того, что не все, что я хочу, я могу. Чуть-чуть попозже, в период воссоединения, когда ребенок перестанет стремиться уходить от мамы, а наоборот будет невероятно в ней нуждаться, вот в этот период мы будем включать огромное количество «нет», «нельзя» и запретов. А пока что на стадии истинного практикования нам нужно сделать так, чтобы ребенок получал минимум запретов. То есть делать так, чтобы мир был безопасен для него и помогать ему преодолевать те трудности, которые есть. Какие ошибки очень часто допускают родители в этот период? Да? Я напомню вам, в период от годика до 1,5 лет. Большое, просто огромное количество запретов.
тревожность мамы настолько велика, она настолько пока что еще боится за своего ребенка, что ограничивает его познавательную активность, гасит эту активность еще сильнее, чем в период ползания. Это первая ошибка. Нам нужно давать ребенку отрываться от себя. Он все равно будет в нас нуждаться, он пока что все равно будет искать нас. Да? Причем очень важно не использовать именно в этот период приемов «я уйду», «мама уйдет», «ты останешься одна» или один. Да, ребенок в этот момент очень сильно испугается, что вы уйдете, потому что он на самом деле нуждается в вас как в утешителе, как в основном помощнике. Но вот еще он очень сильно испугается того, что мама может меня бросить, мама может меня оставить. И это вам очень сильно аукнется на стадии воссоединения, когда ребенок будет следовать за вами тенью и будет бояться даже на 5 минут остаться в комнате один без вас. Еще одна ошибка, кроме большого количества запретов, это неразвитие самостоятельности. Когда малыш получает все, что он хочет по первому же требованию, вместо того, чтобы развивать целенаправленную активность, мама, папа, бабушки, дедушки, вообще весь обслуживающий персонал в этот момент ребенка предвосхищает его желание. Малыш только посмотрел на яблочко, бабушка побежала, сорвала яблочко, помыла, почистила, дала. Ребенок только посмотрел на какую-то игрушку, он даже еще не ринулся за ней, да? Он еще даже несколько шагов не сделал. Нет, мама побежала, дала, принесла ребенку эту игрушку. Так рождается малыш, лишенный целеустремленности. Ему ничего не надо предпринимать, все появляется само. Достаточно просто проявить какое-то желание. Посмотрел, сделал, но сам ребенок ничего не будет уметь делать. Поэтому воспитание в этот период – это еще и развитие самостоятельности. Точно так же, как когда-то в период ранних исследований вы клали мячик и помогали малышу до этого мячика доползти, сейчас вы можете этот мячик положить очень далеко и даже поиграть в игру «А где мячик? Найди, пожалуйста, мячик». Ребенок ходит и ищет мячик. Вот так мы закладываем очень-очень важные вещи познавательной активности. Мне нравятся в этот период игры-ковырялки. Помните, я рассказывала, что ребенок внимательно рассматривает лицо мамы и любит очень ковыряться. Сделайте колобок из соленого теста. Даже если малыш его попробует, оно будет невкусным, он его выплюнет. И в этот колобок из соленого теста положите разные детали. Конечно, не очень маленькие, фасолинки, горошинки класть не надо. И, конечно, нужно играть в этот колобок тогда, когда вы рядом присутствуете. Но какой-нибудь шарик размером с грецкий орех, маленькую машинку, для того, чтобы малыш выковырял, исследовал, да, внимательно смотрел, вот это уже можно делать. Я вообще обожаю игры-ковырялки, обожаю разные сортеры, когда малыш сидит и пытается запихнуть невпихуемое в то, что ему хочется впихнуть. На стадии истинного практикования, то есть от года до 1,5 лет, у мамы может создаться ощущение, что ребенок ее не любит. Очень часто, нуждаясь в самостоятельной активности, ребенок говорит: «Уйди», «не надо». Он убегает от мамы постоянно, он все время стремится от нее. И в этот момент мама начинает впервые ощущать вот эту тоску по близости с ребенком. Ей начинает казаться, что вот он уже такой самостоятельный, такой независимый, он в ней не нуждается, и самое главное, он использует меня как просто обслуживающий персонал, но никаких обратных чувств я от этого не получаю. К сожалению, это действительно так. Малыш действительно пока что нуждается в вас только потому, что вы обеспечиваете ему доступ к каким-то потребностям. Вы удовлетворяете, в общем-то, эти потребности. Но не тревожьтесь, стадия воссоединения настанет, и малыш не будет так сильно убегать от вас. Напротив, он будет стремиться находиться с вами все время рядом. Эта стадия называется воссоединение, и о ней я расскажу в своем следующем видео.
Давайте подведем итоги. Вся стадия практикования и раннего практикования, и истинного практикования состоит в том, что ребенок увеличивает дистанцию, по которой он может от вас отойти. К концу 1,5 лет, к концу этой стадии ребенок уходит от вас настолько далеко, что иногда мама начинает бежать за ребенком, говорит: куда ты уходишь, куда ты пошел, потому что ребенок активно исследует мир. Задача родителей в этот период — оставаться эмоционально доступными и обеспечивать ему безопасность исследования этого мира. А дальше ребенок все сделает сам. Дорогие друзья, если вам было интересно, ставьте, пожалуйста, под этим видео лайки, пишите мне комментарии, приходите смотреть меня еще, подписывайтесь на мой инстаграм-канал, там я бываю чаще, гораздо чаще отвечаю на ваши вопросы. Я буду очень рада нашему общению и вашей обратной связи. До свидания.